Всем привет, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индию». Физкульт, привет! Из тренажерного зала. Парам, что ты мне сегодня сказал? What did you say? Without me, I'm never allowed you here. Говорит, без меня, чтобы никогда в жизни не ходила в тренажерный зал. Но я, в принципе, не так часто и ходила без него. Может быть, раза 3 всего было таких случаев. Сейчас по всей стране, по всей Индии обсуждают очередное громкое дело, криминальное. Произошло это в штате Юпи, в тренажерном зале. Ну, как вы, наверное, уже догадались. Давайте посмотрим, как Бавин тренируется. Парам, somebody call you. А видите, Парам его поддерживает. Это очень важно. Но я как бы такие сложные упражнения не делаю, и Манси тоже. Нам не нужна поддержка. А они обязательно в паре работают. Вот, ладно, я чуть-чуть отойду. Так вот, в штате Юпи что произошло? Значит, 30-летняя женщина, замужняя, приходила в тренажерный зал, где тренер мужчина. Вот, кстати, тоже, возможно, запретят вот так вот вместе заниматься. Женщины и мужчины, скорее всего, будут заниматься отдельно. Так что, может быть, нам с Манси скоро придется дома заниматься. Ну, короче, в общем, она приходила в тренажерный зал, и у нее закрутился роман с этим тренером. Ну, я повторяю, она замужняя. А тренер холостой. Ну, вот пришло время, когда этот тренер решил жениться, брак по договоренности, ну, естественно, ей это не понравилось, она рассчитывала, что, возможно, она разведется с мужем, ну, я не знаю, может быть, она просто хотела продолжать этот роман, ну, и, короче говоря, они поссорились, и в результате этой ссоры этот мужчина, тренер, ударил ее, ну, и как не рассчитал свои силы, в итоге он ее закопал, ну, короче, не хочу подробности рассказывать, но дело громкое. Ее несколько месяцев не могли найти. Муж, причем, защищает свою усопшую жену, говорит, что это все он, этот тренер виноват, он ее соблазнил. Она верная, нормальная жена была. Ну и, конечно же, он виноват в первую очередь. Я ни в коем случае не осуждаю женщину. И он понесет наказание. Ну, вот, в общем, Парам мне сказал, все больше тренажерный зал, сама без меня не ходи. Ну, сейчас все, говорю, это обсуждают. Ну, а меня вот еще, знаете, поразило то, что Парам нисколечко не стал обсуждать то, что женщина гулящая. Он только иностранок называет способными на такие вот поступки. А то, что в Индии, на самом деле, это тоже довольно-таки часто распространенное явление. Даже у нас в Матаране есть такие особы, которые изменяют своим мужьям. Так, все, меня уже Бавин подгоняет. Видите, Манси уже расстелила свою подстилочку. Ждут меня. Мы втроем занимаемся йогой, но иногда Парам к нам присоединяется, иногда... Так, тебя ждут, хватит. Окей, все, не буду задерживать. Посмотрите, сейчас Бавин дает упражнение на пресс. Подключился Парам и подключился Алам. Алам, кстати, лучший друг Бавина, одноклассник. Ему столько же лет, сколько и Бавина. Вот, ну и Манси тоже. А я сейчас на видео снимаю, потому что у меня, в принципе, пресс хороший. Вот, просто хочу вам показать нашу тренировку. Но вот что я заметила, что несмотря на то, что они так тренируются, стараются, животики есть у всех, не только у Парама, но и у Бавина, и у Алама, потому что кроме спорта очень важна диета. Спорт это всего, я думаю, 30%. А то, что они сейчас качают пресс, то это еще им прибавляет объема в районе талии. Помимо жира там еще мышцы. И поэтому вот мне даже кажется, что еще больше стал выпирать. Да, Парам? Нужно сократить употребление углеводов, но они это делать, видимо, не хотят. И сейчас еще до этого Бавин тоже очень интересное упражнение показал. Я его попрошу еще раз показать. Мне удалось сбросить вес, потому что я сократила свои порции. Я сейчас очень мало ем. И отказалась от ужина. И уже, в принципе, к этому привыкла. Желудок уменьшился, а у них растянутые желудки. Поэтому им сложнее. Бавин, пожалуйста, покажи нашим зрителям упражнение.
This yoga exercise helpful for remove your stomach fat who have sugar level high, diabetes. For helpful this exercise. Both leg fold. Both finger, middle of the navel. Breathe in. Stomach inside and go down. 30 second hold. Значит, нужно утопить пальцы чуть ниже пупка и вот так вот наклониться. Делать такую вот как нагрузку. Говорит, очень хорошо помогает. Ну хорошо, посмотрим. Будем теперь регулярно делать это упражнение, как-то раньше мы особо не делали. Окей, thank you. How many seconds? 30 seconds. 30 секунд. Все, спасибо. Thank you. Спасибо от наших зрителей. Мы с Парамом раньше убегаем сегодня с тренировки. Пропустили дыхательные упражнения. Парам мне быстрее, давай быстрее. Капается с бутылки, звонят. Поступил заказ. От клиентов позвонили. Хотят чай, кофе, омлеты. Вот, так что надо поспешить. Да, и по поводу животиков я так и вам не дорассказала. Значит, это только меня волнует. И вас, мои дорогие зрители, вы часто пишете в комментариях, какой большой живот у Парама. А мужчины здесь в Индии считают, что это наоборот, как признак холености. Особенно вот в таком возрасте. Это значит, что хорошо живет, жена хорошо кормит. Но никто по этому поводу не комплексует. Парам купил десяток яиц и молоко. Яйца у нас, кстати, стоят, что у меня недавно брат спрашивал, у них сильно подорожали. Значит, у нас 80 рупий десяток яиц стоит. А Indian Egg сколько стоит? Это фермерские 20 рупий, ну это он за одно яйцо говорит, 20-25 рупий стоят домашние яйца. И они в 2 раза меньше. Но мы покупаем домашние яйца для себя, а ну как клиентам омлеты, конечно, из обычных фермерских. Будем готовить. Возле нашего отеля ослики, видите, доставили груз, так как у нас в Матаране транспорт запрещен, поэтому чаще всего груз доставляют на вот таких вот лошадках. Видите, они устали, это чешет себе шейку. Одна только что вообще не лежала на спине, чухала себе спинку. Вот, но это не нам стройматериалы привезли. Мне только что Парам сказал, что они заказали цемент и песок полгода назад, друзья. И только вот сейчас привезли. Видите, там идет ремонт в этом доме. Что, мол, а я жалуюсь постоянно, что мне все что-то не нравится. Что, видите ли, всего 2 недели прошло и нет стола письменного, а я расстраиваюсь. Фу, плешь ему проедаю. Я только из душа, видите, у меня голова мокрая. Парам сказал, Наташа, бегом, хватай камеру и беги, я что-то хочу тебе показать. Давай, Артур, давай это, закрой, пожалуйста, за собой дверь обязательно на задвижку, чтобы никто к нам не пробрался. Мне просто интересно, я специально включила, все записываю в онлайн режиме. Я имею в виду без паузы, снимаю. Онлайн режим не получается. Что, Парам? Say, what happened? Что? Быстрее, говорит. Что? Что там? Да? Да. Может, maybe I sleep? А ну, ущипни меня. Touch me. Нет, это не сон. Это действительно, посмотрите, привезли наши покупочки. Вот это да, вот это сегодня день. Парам, buy champagne. Покупай шампанское, будем отмечать. Наконец-то, сколько? 2 weeks? 2 недели они нам довозили. Фух. Я вам расскажу, почему так, а то, может быть, не все понимают, почему такие задержки у нас в Матаране. Вот это стол для отеля. Новый. Good afternoon. Ой, или good morning. Good morning, еще morning. Так, и дальше что? Мне придется сейчас все-таки паузу нажать, потому что пока не несут следующие. Очень надеюсь, что все приехало в целости и сохранности. Надо сейчас будет проверить. Вот это вот стул, это Артуркин стул. И вот это вот стулья для отеля. Очень хорошего качества стулья. Но видите, они без упаковки. Артуркин стул хоть в кульке. Скорее всего, он не поврежден. Это наши постояльцы. Hi, how are you? Good. Так, а эти стулья не поцарапаны. All okay, Парам, чек, чтобы они были все в целости. Сейчас надо будет все. No, an Artur table. Фух.
Ой, я чуть это... this And this how many? 4? Not 5? Не 5, 4 стула. Я уже не помню, я уже забыла. Ну, как бы меня это не меньше волнует. Меня больше письменный стол и стул. Ну, что-то мне казалось, что 5 стульев. Так, а стол несут прямо к нам на нижний этаж. Вот такая вот доставка. Ну, go and open. Парам кричит open. Мы не запирали на ключ с Артуром, просто прикрыли на задвижку. О, тут не просто, видите, спустить по лестнице. Но это входит в их обязанности. Упал платок. Когда они несут на голове, они подкладывают этот платок, чтобы было мягче. И я как-то даже не подготовила, я даже не надеялась, что сегодня привезут стол, не подготовила место. Джимми, и тебе интересно. Джимми, нормально, свои. Я вам попозже покажу. Сейчас я поставлю стол. Молодец, это хорошо, что ты такая, да, что ты сразу понимаешь. Но это, видишь, мы вместе с этими людьми, значит это не бандиты, не воры, не грабители. Thank you. Спасибо. Наконец-то, где же вы были? Парам говорит, и мне когда было. Они отмечали праздник Дивали, потом на полях работали. И вот, наконец-то, настал тот час, когда они приступили к своим обязанностям. Решила вам показать. Вот это вот фермерское яйцо, это домашнее. Видите, какая большая разница. Намного меньше домашнее яйцо, но зато в цене. 20 рупий, 8 рупий, иногда даже не в сезон 25 рупий берут за домашние яйца. Вы знаете, что у меня пора много яиц ест, что ему нужен белок. И вот раньше он покупал себе только фермерские, но сейчас вот он тоже перешел на домашний. Тут больше витаминов и плюс белок как более высококачественный. Поставили мы стол, но к моему великому огорчению он не вписался туда, куда я мечтала, чтобы он вписался. Чудо не произошло, как я только там не пыталась его втиснуть. Ну, буквально вот совсем чуть-чуть не хватает, все из-за этой кровати. Огромная кровать, которую я уже ненавижу, просто жду не дождусь, когда же мы ее поменяем. Вот. Ну, все будет, скоро поменяем, и все будет так, как я хочу. Но пока так, сейчас я вам покажу как. А, вот еще, посмотрите, вот этот вот журнальный столик, получается, освободился. Я хотела, чтобы стол встал вдоль стены, где у нас окно, но не хватило места. Сколько мы там не пытались, не старались, пододвинули максимально к этой стене кровать, но все равно. Причем, видите, матрас у нас здесь такой, но он как бы не родной, и он немножечко выпирает. Вот, и я даже думала, если другой матрас купить, все равно места не хватает. Ну, буквально вот столечко. Конечно, там было бы и красивее, и удобнее, но нет. Вот почему мы не пододвинули стол в таком положении туда близко к себе, потому что стул бы не смог бы выдвигаться. Так вот, видите, пришлось его, этот стол, максимально отодвинуть, чтобы можно было нормально садиться. И дверцы тоже открывать. Так вообще, в принципе, стол отличный. Довезли его в прекрасном состоянии, ничего не повредили. Мне нравятся все. Ну, нормально, все качество хорошее. Стул тоже хороший. Стул мы решили вот такой вот купить, а не тот, который вертится, ну, потому что, чтобы Артур не отвлекался. Знаете, у нас был такой стул, и он и быстро ломается, и плюс, ну, вместо занятий он покрутился. Пусть такой. Вот, и я, кстати, вот обратите внимание, сразу же содрала всю эту клеенку со стула. И Парам на меня так посмотрел, потому что индийцы это не делают. Индийцы дожидаются, когда клеенка сама, знаете, как естественным путем слезет. И они считают, что ну зачем, она как бы уберегает это покрытие. Вот, но я поступила по-нашему. Ну, хотя у нас тоже, я помню, в 90-х, допустим, у нас этот пульт от телевизора какое-то время находился в целлофановом чехольчике. Вот, ну, в общем, ладно. В принципе, я довольна. Все хорошо, а будет еще лучше. А тем временем Парам вместе с Артуром разбирает, точнее, собирает стол, купленный для отеля. И стулья. Надо обязательно протереть. Всю эту мебель мы купили в городочке под названием Уласнагар. Там же мы заказали трансфер
Вот. Ну и почему же, вот вы спросите, почему же этот грузовичок не довез всю эту мебель к нам сюда до Матерана? А вот потому что здесь считается, что только профессионалы, только умельцы могут довести по дороге серпантин эту мебель. То есть обычные грузовички могут с этим не справиться, ну якобы. Я так понимаю, что просто как местные хотят заработать, поэтому установили вот такие вот правила. Ну и, собственно, из Уласнагара вся эта мебель прибыла в Нерал, ну это получается городок под нами. И там оставили всю эту мебель в специальном пункте, ну как на складе. Причем позвонили поздно вечером с этого склада, работник позвонил и говорит, что нет места. Позвонил, ну, а Парам часто пользовался как бы их услугами, когда занимался реставрацией предыдущего отеля Мадумалти. Ну, Парам позвонил начальник, он с ним в хороших отношениях, и тот позвонил своему работнику, место нашли. И в течение 2 недель все это лежало на складе и ожидала, когда же работники освободятся от своих дел, от празднования Дивали. И я не знаю еще, чем они там занимались. Но, короче, сейчас вот они освободились и скоро доставят стройматериалы. Ну как, не стройматериалы, песок, цемент для того, чтобы приступить к строительству стен 2 этажа. Парам, you pay money for that cement? Advance I pay. Адванс получил. Адванс, ну то есть часть 20% он заплатил. So when they come in? Когда? Very soon. Вот, видите, какой ответ. Very soon. Как и квартира наша, very soon. Говорит, я каждый день им напоминаю, быстрее поставьте меня в первую очередь. Ну, что не только мы ждем, очень много. Ну, знаете, кто-то ждет еще больше времени. Ну что, оцените. По-моему, очень даже симпатичненько получилось. Парам сейчас несет Артуркин старый стол, или как это называется, раскладная парта. И мы ее хотим отдать на Миш. Ну, как мы показали на Миш, ты хочешь? Он говорит, да, хочу. Окей, Парам, неси. У него папа строитель, там, если что, как-то подлатает. А, что? Если не смотреть спереди это, то даже очень хорошая парта. Ну, там сидушка. Ну да. Сидушка немножечко, ее надо подправить. Так и не подправить. Ну и для Артура этот стол, конечно, уже маленький. Ну как, Артур, расскажи, ты доволен, что твой стол приехал? М? Теперь будешь учиться еще лучше, чем раньше. Да, сына? Я хочу нашим зрителям показать. Парам, покажи, пожалуйста. Вот посмотрите, это у нас в Матеране леопард. Огромный леопард. Видно вам? Чуть-чуть вот приблизить. Это наш знакомый у себя в соцсети поставил, как история или статус. А кто это фотографировал? Что you must talk with him. Так это среди бела дня. Да ладно, ну, знаете, иногда бывают случаи, когда поздно вечером встречаются люди с леопардами, фотографируют или снимают на видео. А это днем, видите, светло. Угу, я поняла, где это. Вот когда мы поднимаемся из Нерала в Матеран, мы проезжаем это место. Я теперь вообще, мне страшно на байке будет. И, ладно, да, когда ты в машине сидишь, то безопасно. На байке, особенно я сзади, цап. Так, мы вот пришли, не будем о грустном, пришли в парикмахерскую. Сейчас Артур делает себе стрижку, а потом я тоже хочу подровнять себе волосы. Конкретно в этой парикмахерской работают одни мужчины, но мне не проблема здесь подровнять волосы. Я уже много раз к ним обращалась, они мне никогда не отказывали, но возможно, что скоро уже так не будет. Да, в современной Индии уже распоясались, как говорится, а вообще, традиционно в Индии очень жесткие разделения гендерные. И вот, возможно, скоро так и будет. Придем к тому, с чего начали. Это то, о чем я вам в самом начале видео рассказывала, то, что произошло в штате Юпи. Такие вот случаи сейчас по всей Индии происходят, просто именно конкретно то, о чем я вам рассказывала, да, получила эта история большой резонанс, а так очень часто, не все истории заканчиваются настолько печально, но
Но все равно, да, разбиваются семьи, и все вот считается из-за того, что вот так вот сейчас дозволенность такая, вседозволенность появилась, что это такое, вот женщин тренирует тренер-мужчина, там портной тоже мужчина, да, женщины приходят, заказывают там какую-то блузку, и портной, получается, снимает мерки, трогает, и вот как у него могут непроизвольно возникнуть какие-то чувства. И также вот то же самое относительно парикмахеров. Я вот у Парама спросила, а что насчет докторов? Доктор, no problem. No, Ну вот Парам мне not much people think. говорит, насчет докторов уже так как бы уже думают, лишь бы уже жизнь спас. Уже не думают о том, что у доктора возникнут какие-то чувства. Ну и тем более, да, вот смотрите, да, в спортзал приходят женщины красивые, современные, накачанные, но также в парикмахерскую приходят модницы, там каким-то портным тоже, соответственно, женщины, которые за собой следят. А в больницу попадают в основном больные женщины, на которых уже меньше вероятности, что кто-то позарится. Вот, ну, то есть хотят ввести вот такие вот новые правила. Обязательно женщин должна обслуживать женщина, мужчин, соответственно, мужчина. Я попросила только кончики подровнять, сухие кончики. Видите, я со своей расческой. So, Парам, you're not worried. Парам не волнуется за меня. Зато он все время со мной ходит. А? If you agree what I do. Говорит, если ты... Don't worry, не волнуйся за меня. Зато он все время со мной и в тренажерном зале, и в парикмахерской. И куда бы я ни пошла, всегда он рядом. И дома тоже одну почти не оставляет. Парам, шоу, Артур, покажи нашим зрителям. Покажись, покрутись. По-моему, классно. Очень хорошо, супер. Очень. Так, ладно, давайте вернемся ко мне, Парам, ответственный момент. Там лишнего ничего. Но мне нравятся мужчины-парикмахеры. Кстати, я уже как-то раньше говорила, что они бережно относятся к волосам, никогда лишнее не состригут. А вот с женщинами, вот у нас есть женский салон, но я не хочу к ней ходить, потому что последний раз, когда я там была, я красила волосы. В общем, после этого у меня волосы так лезли. Мне кажется, она передержала краску. Здесь краски такие, что их нельзя, ну, как там написано, допустим, 30 минут держать. Я всегда меньше, а они 40 где-то минут держат. Что? Парам предлагает волосы собрать и продать. Как помните, я показывала в Карнатаке. А здесь тоже продают. In Mataran also available. Тоже. Артур говорит, что его учительница по... Ну, говорит, куда? На дополнительные ходят. Арчинамис тоже, говорит, собирает волосы. Они занимаются. Ну, она чем-то занимается, вычесывает волосы и собирает, да, Артур? Да, он рассказывал, точно. Вот, Парам, ты показываешь, да, процесс? Вот, так что к чему я хочу сказать, что поэтому вот я все-таки надеюсь, что у нас в нашем штате этого не произойдет, и я буду по-прежнему ходить в парикмахерскую к мужчинам, которые ценят мои волосы и не сглазят, и нормально подстригут. Супер. Вот, сразу как живые стали волосы. Вот эти вот концы секущиеся, сухие, я ненавижу. Последний раз я подравнивала тоже у мужчины, но в другом салоне, там сегодня он закрыт, и это было перед моим днем рождения, значит, в июле. А в этот раз перед Артуркиным. Все? Окей. Окей. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.